Приветствую вас на канале Техревизор. Собрал лучшие ноутбуки-трансформеры с сенсорным экраном на 2024 год. Готовый рейтинг трансформеров для тех, кто ищет что-то интереснее, чем стационарный ПК или обычный ноутбук. Такие ноуты легко раскладываются в планшеты, и там уже люди творят с ними все, что хотят. Кто-то рисует, кто-то показывает презентацию, кто-то просто на кухне ставит и смотрит фильмы во время готовки. В общем, можно прочувствовать все прелести планшета, а когда нужно, получить полноценный ноутбук с клавиатурой. При выборе такого чуда главное не оплошать и не купить что-нибудь совсем хлипкое и скрипучее. При этом не забывать про внутренние характеристики, мощностей которых должно быть достаточно для ваших задач. Ну и важны вес, размеры и комплектация. Но я все сделал, отобрал хорошие варианты и даже ссылки на каждую модель в описании под видео оставил, чтобы вы при желании смогли почитать отзывы, посмотреть цену и так далее. Теперь давайте вы поставите лайк, подпишитесь на канал, а я расскажу обо всем поподробнее. На пятое место я поставил Asus VivoBook 16. Трансформер по цене стандартного ноутбука средней категории, да еще и с диагональю экрана 16 дюймов. Да, по железу простенький, но если вы не хотите покупать топовую модель за сотню-другую тысяч рублей, то этот Asus можно взять хотя бы просто попробовать. А там в крайнем случае ребенку отдать. Так-то вполне приличный девайс получается. Небольших размеров, весом в 1,9 кг, трансформируется быстро, механизм ощущается хорошо собранным и надежным. Все начинается с 16-дюймовой диагонали, на которую растянули разрешение 1920 на 1200 пикселей. Из первостепенных параметров IPS-матрица, частота обновления в 60 Гц, сенсорный дисплей. К экрану вопросов толком никаких. Выдает вполне обычную картинку с хорошей цветопередачей, качественной детализацией и углами обзора. Яркости хватает, чтобы дома в комфорте сидеть напротив окна. Хотя на улице в яркий день максималки все-таки может не хватить. Что по железу? Прот сюда поставили проще некуда. i3 1315U. Хотя не Celeron, и на этом спасибо. i3 же все-таки построен на актуальной 7-нанометровой платформе, имеет 6 ядер и 8 потоков, работающих на частоте вплоть до 4,5 ГГц. Сам по себе очень экономичный в плане энергопотребления, поэтому не греется и не ест заряд. Кстати, от батарейки на 50 Вт/час ноутбука хватает на 8-часовой рабочий или учебный день. В дополнение к этому идет неплохой конфиг памяти, 8 гигов оперативки DDR4 поколения и 512 гигабайт SSD. Память вполне приличная, совместно с процессором быстро загружает приложения и всякие офисные программы. На четвертое место поставил еще один Asus, только компактнее, с экраном на 14 дюймов. Это Asus VivoBook S14 Flip. Кстати, по цене он получается примерно столько же, сколько и прошлый. 14 дюймов. Это в первую очередь про небольшие размеры ноута. От прошлого этот Asus отличается в меньшую сторону на 3-4 см, но только не по толщине, все-таки куда уж меньше 2 см. А весит уже 1,5 кг. Такой легче носить в сумке или портфеле на встречи, учебу, работу и так далее. Ну и плюс к тому не забываем, что это все-таки трансформер с сенсорным экраном. Кстати, тут тоже идет стилус в комплекте, может пригодиться. Батарейка только не изменилась, те же 50 Вт/час, как и автономность, поэтому на рабочий день хватит свободно. А что же у него по начинке? Ну, особо ничего интересного не завезли. Экран такой же хороший, как и у прошлой модели, только на 14 дюймов тоже разрешение дает больше деталей за счет повышенной плотности пикселей. Ну и IPS-матрица на 60 Гц естественно. Процессор простенький, середнячок по производительности, i5 1335U. В общей сумме 10 ядер, 2 из которых мощные, производительные, и 8 попроще, энергоэффективные. 12 потоков и такая же 7-нанометровая база и тактовая частота в максималке 4,6 ГГц. В общем, по сравнению с прошлым i3 прирост есть. А вот больше потреблять энергии i5 от этого не стал. Поэтому с нагревом тут проблем нет. Еще из приятного — оперативной памяти 16 гигов и 512 SSD. Вот это в совокупе с процессором упрощает жизнь ноуту во время работы сразу в нескольких приложениях. И хоть игры Asus не потянет, но легкий пакет офисных программ и браузерную нагрузку без проблем. Третья строчка за Lenovo IdeaPad Flex 5. Этот ноут слегка подороже, его я взял в качестве модели помощнее, чем прошлые два. На случай, если в ваши задачи входит что-то сложнее, чем работа с документами, таблицами, текстом и браузером.
Может, какие-то объемные базы данных, может, учеба по инженерной специальности, требующая работы с 3D-графикой и рендерингом. В общем, для чего-нибудь такого сюда поставили Ryzen 7 7730U. Этот процессор мощнее прошлого i5. На борту у Ryzen 8 полноценных ядер, без всяких энергоэффективных, 16 потоков, работающих на частоте от 2 до 4,5 ГГц. Также чуть прибавилось кэш-памяти, плюс к этому неплохое встроенное графическое ядро Vega 8 с конфигом памяти 16512 ГБ. Для понимания производительности приведу в пример несколько игр, хоть для этого ноут и не предназначен. На тестах во всех известных увесистых тайтлах на низких настройках графики Full HD получается выжить до 40 FPS. Это в Киберпанке, Red Dead Redemption 2, Hogwarts Legacy и Call of Duty. А вот что-нибудь попроще, CSGO или Dota, идут примерно в 80-100 кадров. То есть действительно для серьезных игр этот ноут не годится, а вот что-нибудь полегче, постарше еще можно запустить. Этим же можно охарактеризовать работу в тяжелых прогах по типу пакета Adobe, Blender и тому подобное. На начальном уровне легкие проекты Juno потянет. А вот относительно эргономики и внешней части апгрейда изменений нет. Те же размеры, тот же вес, экран на 14 дюймов, такой же хороший механизм с надежными петлями и батарейка на 52,5 Вт-час. Такой вот небольшой легкий ноут с приличной начинкой. Второе место я решил отдать, наверное, правильнее сказать, бизнес-буку Samsung Galaxy Book 4 Pro 360. Дорогой трансформер чуть ли не за несколько сотен тысяч рублей флагманского класса на уровне конкурентов типа Microsoft или Nova Yoga 9. По сути, это Samsung для тех, кто уже не сомневается в надобности трансформера и точно знает, с какими параметрами и для каких задач такой ноутбук сможет применить. В первую очередь глаза радует экран 16 дюймов, повышенное разрешение 2880 на 1800 пикселей с невероятной детализацией и точностью, сенсорная AMOLED-матрица с частотой обновления 120 Гц. Дисплей такой, что даже словами описывать нет смысла, проще один раз посмотреть и понять. Тут мгновенно ощущаются суперплавные анимации благодаря 120 Гц, яркие и насыщенные цвета с глубоким черным, присущие AMOLED, и отличные углы обзора, так что на ноутбуке можно демонстрировать презентацию на большую компанию даже напротив окна с палящим солнцем. А цветопередача такая, что и рисовать, и профессионально работать с фотографией и коррекцией – одно удовольствие. В общем, достаточно один раз увидеть. На процессоре тоже не экономили и поставили свежий Intel Core Ultra 7 155H. В общей сумме 16 ядер, 22 потока, тактовая частота от 3,8 до 4,8 ГГц и новая интеловская 4-нанометровая платформа. Плюс к нему обновленное графическое ядро, 16 ГБ DDR5 оперативки и 1 ТБ SSD. Тянет все на ура. С производительностью проблем не будет даже в адобовских программах. Внешне по ноутбуку видна принадлежность к флагманскому сегменту. Компактный размер, легкий вес, металлический корпус, причем самый тонкий из всего рейтинга, всего 13 мм. С таким ноутом можно прям с гордостью выезжать на деловые встречи. Но на первое место я решил поставить все-таки что-то подешевле – Lenovo Yoga 7. На случай, если хочется один из лучших трансформеров, но не за 200 тысяч рублей. Вот такой Lenovo Yoga 7 можно рассмотреть. Разница в цене от прошлого Samsung доходит до 40%. Неплохая такая экономия. Хотя, конечно, не на пустом месте. Из заметного даунгрейда разрешение экрана. Тут далеко не сверхдетализированные 3К, а скорее стандартные 1920 на 1200 пикселей. Но при этом на сочной OLED-матрице. Да, 120 Гц тут не завезли, но если для вас этот момент не принципиален, то и не заморачивайтесь. По итогу ведь картинка все равно приятная и плавная. А рисовать на таком дисплее настолько же прикольно, особенно если до этого вы сидели на каком-то ноуте попроще с IPS-матрицей. Все-таки OLED тоже дает повышенную контрастность и широкий цветовой охват. Так что картинка тут тоже порадует глаз и даже заставит взглянуть на привычные приложения по-новому, только не за 200 тысяч рублей, что еще приятнее. По остальной начинке тут тоже все на уровне. Хороший процессор Ryzen 7 8840HS, тоже на 4-нанометровой архитектуре. На 8 ядер с частотой вплоть до 5,1 ГГц в турбобусте. И приличное видеоядро Radeon 780M. Прибавляем к этому 16 ГБ DDR5 оперативки, терабайт SSD и получаем мощный ноут для работы с графикой, монтажом, проектированием и моделированием.
Да даже для гейминга 60 кадров в большинстве тайтлов на низкосредних настройках выходит. Ну и внешний ноут тоже привлекательный, полностью алюминиевый, небольшой, легкий, мобильный, везде помещается. Причем тут и батарейка не маленькая, на 71 Вт-час. Хватает надолго, часов примерно на 6-7. В итоге этот Lenovo за умеренные деньги дает возможность прикоснуться к девайсу предфлагманского уровня с ярким экраном, мощной начинкой и премиальным внешним видом. На этом мой рейтинг подходит к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.